Чтобы уберечь миллионы людей от гибели, Китай взялся за самый колоссальный инженерный замысел в истории человечества. Речь шла не просто о строительстве, а о подчинении стихий, о том, чтобы повернуть вспять реки, прорезать горные хребты, протянуть тысячи километров искусственных водных артерий и спрятать под землей такие объемы пресной воды, которых хватило бы на десяток таких озер, как Байкал. Это стало не просто стройкой века. Это было самое грандиозное вмешательство человека в естественный порядок природы. Но последствия этого начинания оказались настолько масштабными, что сегодня удивляют даже тех, кто его создавал. Представьте страну, где почти 1,5 миллиарда человек живут на одной половине территории, а вторая практически пустует. И дело не в холоде или горах, а в том, что там нет воды. На севере расположены крупнейшие города — Пекин, Тяньцзинь, индустриальные центры, сердце китайской экономики. Но воды здесь меньше, чем в пустыне Сахара. На каждого жителя северных регионов приходится во много раз меньше воды, чем составляет критический минимум для жизни. К началу 21 века положение стало отчаянным. Годами жители выкачивали подземные источники, и уровень грунтовых вод под Пекином падал на 5 метров ежегодно. Город медленно оседал. Земля уходила вниз на несколько сантиметров в год, асфальт трескался, дома кренились, колодцы высыхали. Новые скважины приходилось бурить на глубину больше километра. А из пустыни Гоби ежедневно наступали песчаные бури, засыпавшие мегаполисы ядовитой желтой пылью. В Пекине бывали дни, когда видимость не превышала нескольких метров. Не из-за смога, как думают многие, а из-за песка. Миллионы людей готовились к переселению на юг. Ученые и эксперты не сомневались. Еще несколько лет, и столица Китая превратится в гигантский город-призрак. Тем временем на юге страны текла одна из величайших рек планеты — Янцзы. Ее поток был настолько мощным, что способен был обеспечить водой всю Европу. Но она несла свои воды в океан, тогда как миллионы людей на севере жили в условиях смертельной жажды. Еще в 1952 году Мао Цзэдун озвучил мысль, казавшуюся на грани безумия. На юге воды много, на севере мало. Почему бы не занять немного? Для Китая это «немного» означало реки, сопоставимые по объемам с Амазонкой. Понадобилось полвека, чтобы эта фраза превратилась в реальность. В 2002 году Китай официально дал старт проекту, который изменил карту мира. 3 водных магистрали — восточная, центральная и западная — должны были соединить юг и север. Каждый маршрут длиннее, чем расстояние от Лондона до Каира. Общая протяженность всех 3 — более 4000 километров. Для сравнения, это как пересечь Африку с севера на юг. Масштаб поражал воображение. Панамский канал изменил торговлю, а этот проект должен был изменить географию целого континента. В отличие от Суэцкого канала, который лишь соединил 2 моря, Китай собирался заставить воду течь вверх, вопреки всем законам природы. Это было похоже на советскую идею повернуть сибирские реки, но в отличие от Советского Союза, китайцы решились на реализацию. Первым был восточный маршрут. Власти решили использовать древний Великий канал, построенный еще в эпоху императоров в VII веке. Он связывал Пекин с югом страны и был чудом света своего времени. Но превратить его в современную водную артерию оказалось задачей века. Воду из Янцзы нужно было поднять вверх против течения через более чем 20 насосных станций. Каждая из них потребляла энергии, как небольшой город. Затем нужно было провести воду под Желтой рекой через тоннель диаметром почти 10 метров. Когда в 2013 году первые потоки дошли до севера, возникла серьезная угроза.
Вода оказалась настолько загрязненной промышленными стоками, что ее нельзя было пить без глубокой очистки. Проект рисковал превратиться в канализацию. Пришлось строить очистные станции вдоль всего пути, заставлять тысячи предприятий менять технологии, закрывать сотни заводов. Но результат оправдал усилия. Вода стала такой чистой, что по ряду показателей превзошла местные источники. К 2025 году через восточный маршрут переправили более 6 миллиардов кубометров воды, объем, равный годовому стоку Темзы. Но для Северного Китая это было лишь малой частью потребностей. Главное испытание — центральный маршрут. Здесь не было древних каналов. Все пришлось создавать с нуля. Водохранилище Данцзянкоу расширили, подняв плотину на высоту пятиэтажного дома. Это затопило сотни деревень и вынудило переселить 330 тысяч человек, больше, чем население всей Исландии. Людям дали компенсации и новые дома, но многие так и не смогли найти работу вдали от родных земель. С переселением ушли целые культурные традиции. Самой трудной задачей было заставить воду течь на север без насосов. Инженеры создали рукотворную реку с идеальным уклоном, всего несколько сантиметров на километр. Ошибка в проекте означала бы катастрофу. Вода либо не двинулась бы вовсе, либо разрушила бы каналы. Построили акведуки над реками, тоннели под горами, бетонные русла через города. Один только акведук Шахе растянулся на 12 километров, почти как мост через Босфор. Это стало инженерным чудом. Река, текущая в гору через полконтинента. И результат превзошел ожидания. К 2025 году центральный маршрут доставил на север более 70 миллиардов кубометров воды. 2/3 потребностей Пекина теперь покрывает далекое водохранилище Данцзянкоу. Путь воды занимает больше 2 недель, словно гигантская почтовая посылка, только весом в миллиарды тонн. Впервые за полвека подземные воды Пекина начали восстанавливаться. Качество воды так улучшилось, что жители отмечают, в чайниках стало меньше накипи, а чай пали вкуснее. Преобразования оказались ошеломительными. В Хэбэе 5 миллионов человек перестали пить воду с опасным содержанием фтора и соли. Дети избавились от флюороза, болезни, оставлявшей на зубах коричневые пятна. Восстановились более 50 рек, и возродилось озеро Баяндянь, жемчужина севера. Промышленность получила стабильную воду, что дало сотни тысяч рабочих мест. Экономика взлетела, цены на жилье выросли, города стали привлекательнее для жизни. Появились новые промышленные зоны. Китай начал экспортировать свои технологии от Пакистана до Эфиопии. Возникла целая новая отрасль — водная инженерия. Но решение породило и новые вызовы. Из реки Хань, питающей Данцзянкоу, теперь забирают треть воды. Миллионы жителей ниже по течению оказались в положении, схожем с прежними проблемами Севера. Рыболовство исчезло, традиционные промыслы угасли. Чтобы компенсировать это, Китай строит тоннель длиной в сотни километров, соединяющий 3 ущелья с центральным маршрутом. На глубине километра под землей появится самый глубокий в мире искусственный водоток. К 2031 году он увеличит подачу воды на четверть, а вот западный маршрут до сих пор только на бумаге. Его планируют через Тибетское Нагорье, на высоте 5000 метров, где рабочие вынуждены будут дышать через маски, а морозы доходят до -40 даже летом. Там землетрясения и вечные ледники. Но Китай не отступает. Завершение намечено к середине века. За 2 десятилетия проект изменил не только Китай, но и всю Восточную Азию. Более 600 малых рек исчезли, став частью новой системы. Микроклимат вдоль каналов изменился. Воздух стал влажнее, появились зеленые зоны,
начали расти растения, ранее свойственные югу. Рыбаки севера ловят виды, которых их деды никогда не видели. Изменилось и мировое влияние Китая. Теперь его компании строят каналы и очистные станции по всему миру. Египет готовит проект с Китаем. Саудовская Аравия рассматривает совместные опреснительные комплексы. Но есть и опасения. Индия следит за возможным использованием Брахмапутры, от которой зависят сотни миллионов людей. В Юго-Восточной Азии беспокоится о Меконге. Если Китай дотянется до трансграничных рек, регион может оказаться на пороге водных войн. Экологи сравнивают проект с катастрофой Арала. Но здесь масштабы иные. Из Янцзы забирают лишь около 10% стока, и река остается полноводной. Однако соленая вода океана уже проникает выше по течению, угрожая Шанхаю. Вместе с водой на север пришли южные виды растений, рыб и даже паразитов. Медики фиксируют новые болезни там, где их раньше не было. Но вместе с тем аквакультура расцветает. В Хэбэе теперь разводят тропическую рыбу. Изменение климата пока играет на руку проекту. Южные дожди усилились, и теперь вместо разрушительных наводнений вода перенаправляется туда, где она спасает жизни. Цена проекта — более $70 миллиардов, а содержание обходится в миллиарды ежегодно. Но отдача выше. Экономика растет на триллионы юаней. Каждый доллар вложений приносит десятки. Китай сделал то, чего не смог Советский Союз, превратил угрозу экологической катастрофы в технологическое преимущество. Теперь от Африки до Латинской Америки правительства обращаются к Пекину за опытом в водных проектах. Альтернативы у Китая не было, иначе Север ждал бы крах. Уже сегодня система снабжает водой 185 миллионов человек, больше, чем живет в любой европейской стране. Будущее тоже расписано. К 2031 году пропускная способность центрального маршрута вырастет до 11,5 миллиардов кубометров. Восточный маршрут модернизируют новыми технологиями очистки. Западный — вопрос середины века. Каналы могут стать туристическими маршрутами для речных круизов и даже транспортными артериями. Китай доказал, что можно не просто приспосабливаться к природе, но изменять ее под свои нужды. И хотя последствия этого грандиозного эксперимента еще предстоит оценить, уже ясно. Человечество вступает в новую эпоху, где реки можно повернуть, пустыни оживить, а миллионы людей спасти от жажды. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.